Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. В этом видео мы продолжаем вязать куколку-колокольчик. Это вторая часть. В первой части я рассказывала более подробно об этой куколке. Также подробно рассказывала, какие понадобятся материалы для ее создания. Поэтому, если вы еще не видели первую часть, переходите в описании. Под видео есть ссылка. Если же у вас уже готовы из первой части ручки и ножки, то мы сейчас с вами продолжаем вязать тело и голову. Приятного вязания! Продолжаем вязать туловище. Продолжаем от второй ножки. Делаем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Берем первую ножку и присоединяемся. Если вы хотите, чтобы ножки смотрели ровно прямо, то присоединяемся в соединительный столбик. Если хотите, чтобы они немножко заворачивались вовнутрь, то присоединяемся вот в этот столбик. В общем, это все можно регулировать. Я присоединяюсь в соединительный, который мы провязывали в конце вязания ножек. Сразу же начинаем вязать следующий ряд. Это у нас получается первый столбик без накида. Дальше по этой левой ножке вяжем 20 столбиков. Первый провязали, второй, третий, четвертый. Вот видите, что у нас получилось сейчас. Ножки смотрят ровно прямо. Пятый и так далее. Всего 20 столбиков. Довязали 20. Теперь переходим на вязание по цепочке из воздушных петель. Затягиваем потуже и присоединяемся в первую воздушную петлю, в полупетлю. Из этой цепочки у нас по первой и по второй стороне будут идти столбики. Получается, в первую полупетлю мы присоединяемся столбиком без накида. Первым. Если хотите, чтобы здесь не образовалась такая дырочка, то смотрите, как делаем. Провязываем, вводим крючок в соединительный столбик, вытягиваем нить и оставляем на крючке. И теперь уже присоединяемся вот в эту самую полупетлю, вытягиваем нить и провязываем их вместе. И вот у нас дырочки с вами не образовываются. Вот можете вязать хоть так, хоть так. Получается, дальше второй столбик вяжем во вторую полупетлю от цепочки воздушной. И третий, также давайте без дырочки сделаем. Вводим крючок в третью полупетлю от воздушной петли. Вытягиваем нить. И теперь вводим крючок в основание, где у нас был последний столбик. И тоже вытягиваем нить. Провязываем их вместе одним столбиком. Вот что получилось. Теперь получается, вяжем по второй правой ноге также 20 столбиков без накида. Тот, что мы только что провязали в основании последнего, мы не считаем. Это было специально, чтобы не было дырочки. Количество столбиков осталось при этом все тоже. Вяжем 20 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, 19 и 20 столбик. Теперь провязываем по второй стороне от цепочки из воздушных петель. Здесь также у нас 3 полустолбика. Сначала их заранее нужно найти. Первый, второй, и вот здесь у нас третий. И вяжем первый столбик, второй, и третий. Получилось сейчас, что мы с вами провязали в первом ряду тела 3 воздушные петли. Провязали 20 столбиков по левой ноге, 3 столбика без накида по цепочке из воздушных петель по одной ее стороне. Дальше 20 столбиков без накида по правой ножке и 3 столбика по второй стороне цепочки из воздушных петель. Вот что получилось. Следующие 5 рядов, это идет со 2 по 6 ряд, провяжите по 46 столбиков без накида. 20, 23 и 3. Как раз получается 46 столбиков.
Все, провязали. Теперь дальше вяжем следующий ряд, 7. 10 столбиков без накида, убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Провязываем убавку. Далее вяжем 9 столбиков без накида, убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязываем убавку. Теперь повторяем точно так же. Один раз вяжем 10 столбиков без накида, убавка. Второй раз вяжем 9 столбиков без накида, убавка. Провязали этот ряд, получилось 42 столбика. Дальше следующий ряд, 8, провязываем 42 столбика без накида. В 9 ряду провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и провязываем убавку. Далее вяжем 19 столбиков без накида. 1, 2, 17, 18 и 19 столбик. Провязываем убавку. Получается, убавки находятся по бокам. Всего 2 в этом ряду. Далее довязываем до конца ряда оставшиеся 11 столбиков. Закончили этот ряд. В 10 ряду вяжем 40 столбиков без накида. Провязали. Последний столбик 10 ряда не довязываем. Присоединяем нить телесного цвета. Белую обрезаем и хвостики сразу же можно обвязать. Следующий ряд, 11, провязываем 8 столбиков без накида, убавка 4 раза. Провязываем этот ряд за заднюю полупетлю. Если не хотите, вы можете вязать за обе, потому что обвязку я делать все равно не буду. Это просто будет выглядеть вот так. Вяжем первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой и 8 столбик. Дальше вяжем убавку. Здесь я убавку провязываю так. Сначала вытягиваю нить из первой петли, сразу же вытягиваю нить со второй петли. И все вместе провязываем. Все, вяжем так еще 3 раза. Следующие 2 ряда, 12 и 13, провяжите по 36 столбиков без накида. И после этого можно уже добавлять наполнитель в верхнюю часть ножек и в пару рядов туловища. Вот такая фигурка уже получается. Вяжем следующий ряд, 14. Провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и вяжем убавку. В этом ряду получается снова убавки по бокам, по одной. Дальше провязываем 16 столбиков без накида. 1, 2, 16 и снова вяжем убавку.
Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9 столбик. Провязали этот ряд, получилось 34 столбика. Следующие 8 рядов с 15 по 22 провязываем по 34 столбика. Постепенно добавляйте наполнитель. Мы провязали 8 рядов. Теперь смотрите, плотно наполняем нижнюю часть. Она у меня прям плотно набита, но при этом столбики расширяются, но не сильно. И смотрите, какой эффект происходит при полностью набитых бедрах, наполненных. Пустая талия, очень тонкая. Нам такой эффект не нужен, поэтому после ввязывания ручек и провязывания пары рядов мы будем вот эту часть тоже наполнять, чтобы это выглядело вот так. Потому что часто замечаю, что многие набивают хорошо нижнюю часть, а талию так и оставляют маленькой, но она должна быть вот так же плотно набита, как и бедра, чтобы это смотрелось так красиво. Смотрите, дальше вяжем следующий ряд, в нем будем ввязывать ручки. Обращаю ваше внимание на то, где у меня заканчивается маркер. Ровно посерединке спины. 6 столбиков будет с этой стороны, 6 с этой. Если у вас конец ряда ушел в сторону, провязывайте дополнительные столбики смещения. Вяжем 23 ряд. Провязываем 6 столбиков без накидов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Берем одну ручку, пальчик смотрит вперед и провязываем следующие 5 столбиков, захватывая петли ручки и петли туловища. Все, захватили первую петлю ручки, сразу же вводим крючок по следующую петлю на теле. Это выглядит вот так. Провязываем вместе. Первый столбик. Дальше провязываем второй. Третий. Четвертый. И пятый. Вот так это выглядит уже в готовом виде. Далее провязываем по передней части туловища 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Шестой заканчивается ровно посередине. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12. Берем вторую ручку, пальчик также смотрит вперед и провязываем 5 столбиков, захватывая петли ручки и туловища. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Хотя, знаете, вот так талия тоже красиво смотрится, тоненько. Теперь довязываем оставшиеся 6 столбиков до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Получилось в этом ряду 34 столбика. Следующий ряд 24 провязываем 34 столбика без накида.
В 25 ряду вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем убавку. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Снова провязываем убавку. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10. Провязываем убавку. Три столбика без накида. Первый, второй, третий. Снова вяжем убавку и довязываем до конца ряда 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Теперь хорошо наполняем всю часть туловища в области талии до ручек. Я наполняю, проталкивая наполнитель не по кругу, так скажем, не по всем частям, а больше распределяя его именно в боковые стороны, в боковушки. Перед у меня остается вот такой вот более-менее плоский. То есть так вот все распределяю по бокам, и серединка уже наполняется сама, как ей надо. Наполняю куколок довольно плотно, потому что даже если не играть куклой, она лежит несколько месяцев просто так, потом со временем все равно она становится мягче. Прям обращаю на это внимание, что даже если ее не трогать, она все равно становится такая уже более рыхлая со временем, поэтому наполнять нужно хорошо. Вот видите, сразу вот перестала быть такая резко узкая талия. И так красиво. Давайте свяжем дальше следующий ряд. Это 26-й. Мы вяжем подряд 15 убавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и 15-я убавка. Вот что получилось. Наполнитель вот в эти части я тоже наполняю. Можно даже вот с помощью крючка вот так вот сюда его хорошенько добавить. Но я пока этого делать не буду, потому что неудобно будет вязать на камеру. Дальше следующий ряд, 27-й. Провязываем 3 столбика без накида, убавка 3 раза. Первый столбик, второй, третий и вяжем убавку. Повторяем так. Один раз провязали, еще 2 раза. 3 столбика убавка. В итоге получится 12 столбиков. Так, теперь смотрите, следующий важный этап. Берем проволоку, потому что я обязательно укрепляю. Даже если она поворотная, то есть там двойной слой пряжи, все равно она будет болтаться. Поэтому я беру вот такой отрезок проволоки. Даже если вот она тоненькая, я ее сворачиваю в 2 раза, но у меня такая, которая совершенно не гнется. Должна быть плотная и прям хорошо держать свою форму. Сейчас я ее замотаю, скручу сначала, потом замотаю лейкопластырем. Обмотаю все вот эти концы, чтобы она была не опасная. И с помощью вот такого лейкопластыря, бобины покупаю в аптеке, я это все изолирую.
Вот что у меня получилось. Проволока не очень длинная, примерно вот от третьего ряда туловища до еще сколько рядов? 8-10 головы шеи. Теперь хотите, сейчас вставляете проволоку, хотите, можно провязать целиком эту шею, сейчас длинную часть, и уже после вставить проволоку и наполнить, как вам удобнее. Я пробовала и так, и после она хорошо вставляется, все нормально. Я же сделаю сейчас, вставлю проволоку. Получается, сначала подготавливаем место, тело хорошо везде наполнили, даже вот эта часть, где плечики, здесь у нас везде есть наполнитель, и уже после этого подготавливаем место. Ножницы для этого отлично подходят. Раздвигаем с середины наполнитель. И сейчас туда ставим проволоку. На такой длины мне будет достаточно, как раз шея будет примерно столько же, поэтому я вяжу теперь дальше. Если у вас проволока такая же небольшая, как у меня, и не занимает все пространство шеи из 12 столбиков, то постепенно добавляйте вокруг нее наполнитель. И обязательно вот сейчас можно добавить вот в эти места, они стали после установки полупустые. Дальше мы вяжем высоту с 28 по 38 ряд, 11 рядов по 12 столбиков без накида. Провязали шею. Вот так выглядит это все. Теперь вяжем заключительный ряд. Это получается 39. Провязываем 6 убавок. Первая, пятая и шестая убавка. Я ее делаю сразу как соединительный столбик, воздушная петля и нить вытягиваем. Нить вытягиваем длинную, чтобы сейчас хватило ей стянуть оставшееся отверстие. Берем иглу и начинаем стягивать. Вводим иглу с наружной стороны во внутреннюю, захватывая переднюю полупетельку. И подтягиваем сразу. Также делаем со второй, третьей, четвертой. В общем, все 6. Подтянули, теперь вводим иглу в середину, выводим в стороне. Так как эта часть у нас будет внутри головы находиться, то здесь можно сильно не заморачиваться и сделать узелок прямо вот на шее. То есть ее видно, этого узелка все равно не будет. Все, обрезаем ниточку, и тело нашей куколки полностью готово. Переходим к вязанию головы. Перед тем, как начнем голову вязать, я хочу обратить ваше внимание на один момент. Когда мы вяжем ручки, ножки и тело, детали маленькие, наше внимание все сосредоточено на этих маленьких деталях, мы вяжем плотно. Когда переходим к вязанию головы, здесь уже вяжется все просто. В основном большая часть это ряды без прибавок и убавок, где ты вяжешь уже особо не задумываясь, просто по прямой. Расслабляются руки, расслабляется голова, и уже прям с удовольствием вяжешь. Но при этом чаще всего получается так, что столбики на голове выходят большего размера, чем на ножках, ручках и туловищах. Поэтому хочу, чтобы вы обратили внимание обязательно на плотность вязки. От этого зависит результат готовой работы, чтобы голова в итоге не получилась слишком большой, потому что она и так по задумке идет довольно больше, чем тело. То есть если связать ее свободно и еще больше, то, мне кажется, может получиться уже не совсем то, что надо. Вяжем голову, она вяжется сверху вниз.
Начинаем с кольца амигуруми. В это кольцо провязываем первый ряд, 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6 столбик. Кольцо затягиваем, следующий ряд второй. Провязываем 6 прибавок. Вяжем в первую петлю 2 столбика, также в следующую. Всего 6 раз, и в итоге у нас получится 12 столбиков в ряду. Отмечаю последний столбик нитью контрастного цвета. Можно отмечать первый, если вы так привыкли. Но я почему-то с самого начала вязания отмечаю именно последний столбик. Следующий ряд третий. Вяжем 1 столбик без накида, прибавка 6 раз. Вяжем 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Второй раз вяжем также 1 столбик, прибавка. Повторяем так до конца ряда, в итоге получится 18 столбиков. В четвертом ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Далее вяжем 2 столбика без накида, прибавка 5 раз. Первый столбик, второй и прибавка. Провязали еще 4 раза, вяжем точно так же. Провязали, и теперь довязываем до конца ряда 1 оставшийся столбик. Получилось в итоге в этом ряду 24 столбика. В пятом ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий и прибавка. Вяжем так до конца ряда, в итоге получится 30 столбиков. В шестом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Далее провязываем 4 столбика без накида, прибавка 5 раз. Первый раз вяжем вместе первый столбик, второй, третий, четвертый и прибавка. Провязываем так еще 4 раза. Провязали, теперь вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Закончили этот ряд. Получилось 36 столбиков. В седьмом ряду вяжем 5 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и прибавка. Вяжем так до конца ряда, в итоге получится 42 столбика. В восьмом ряду провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Далее вяжем прибавку. Теперь провязываем 6 столбиков без накида, прибавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и прибавка. Повторяем так еще 4 раза и довязываем оставшиеся 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Получилось в этом ряду 48 столбиков. В следующем девятом провяжите 48 столбиков без накида. В десятом ряду провязываем 7 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой и провязываем прибавку. Повторяем так до конца ряда, в итоге получится 54 столбика. Следующие ряды с 11 по 17, это получается 7 рядов, вяжем по 54 столбика. В 18 ряду мы сейчас будем вывязывать отверстие для глаз. Начинаем вязать 21 столбик без накида. Первый, второй, 19, 20 и 21 столбик. Делаем воздушную петлю, пропускаем одну петлю следующую, начинаем вязать со второй. Провязываем 9 столбиков без накида. Видите, у нас с вами осталось такое небольшое отверстие. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Снова провязываем воздушную петлю и одну петлю в предыдущем ряду пропускаем. Начинаем вязать со второй. Провязываем до конца ряда 22 столбика без накида. Вот что у нас получилось. Довязали этот ряд. Следующие 7 рядов с 19 по 25 провязываем по 54 столбика без накида. И давайте я вам покажу, как провязать там, где была воздушная петля. Получается, это 19 ряд. Вяжем также 21 столбик. Вот мы дошли до момента, где провязывали воздушную петлю. Теперь просто следующий столбик я провязываю под эту воздушную петлю. Далее вяжем уже как обычно. Видите, у нас получилось такое небольшое отверстие, но его достаточно для того, чтобы потом сюда установить глазки. Также со вторым глазом. Прям полностью под эту воздушную петлю вводим крючок, провязываем столбик. Вязали 7 рядов. Вот такая деталь получается. Дальше вяжем следующий ряд, 26. 7 столбиков без накида, убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязываем убавку. Вяжем так до конца ряда, в итоге получится 48 столбиков. Устанавливаем глазки в специально подготовленные для них места. Вяжем дальше следующий ряд, это идет 27. Провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вяжем убавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида, убавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и убавка. Один раз провязали, еще 4 раза вяжем также. И довязываем до конца ряда оставшиеся 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вот такая получается голова. До того, как начали делать убавки, могло показаться, что она слишком длинная, но после убавок и добавления наполнителя она станет нормальной, нужной нам формы. Вяжем следующий ряд, 28. 5 столбиков без накида, убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, убавка. Повторяем так до конца ряда. В итоге получится 36 столбиков.
Добавляем постепенно наполнитель и вяжем 29 ряд. 2 столбика без накида. Убавка. Дальше вяжем 4 столбика без накида, убавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый и убавка. Один раз провязали, еще 4 раза вяжем точно так же. И теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 2 столбика. Первый и второй. В итоге получилось 30 столбиков. Полностью набиваем голову, потому что следующий ряд у нас будет 15 убавок. Добавили наполнитель, и здесь такой же момент, как с плотностью вязания. Главное не переусердствовать и не добавить слишком много наполнителя, чтобы голова прям не расширилась. Я добавляю примерно вот, оно плотное, но при этом столбики не расползлись в стороны, они также дружненько друг к дружке рядом находятся. Все хорошо наполнили. В основном стараемся распределять по краям. Середина, если вот так вот взять пальцем, расправить весь наполнитель, середина должна остаться пустой, чтобы вот палец входил, а здесь везде оставалось плотно. Это для того, чтобы мы потом смогли вставить шею. Вяжем теперь следующий ряд. Это у нас получается 30-й. Провязываем подряд 15 убавок. Первая. Также за переднюю полупетлю все это делается. Убавки. Вторая. Третья. Провязали следующий ряд 31. Провязываем 15 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Только за заднюю, переднюю мы оставляем. Провязали. Дальше вяжем 11 рядов с 32 по 42 по 15 столбиков без накида. Уже за обе стенки петли, как обычно. После того, как провяжете пару рядов шеи, вернитесь к наполнителю и вот здесь добавьте хорошо. Не в середину, а именно по бокам. Вот эти части, потому что чтобы они не оставались пустые. И также учитывайте, чтобы внутри головы осталось это пустое место, которое до этого я рассказывала. Провязали 11 рядов, и вот так выглядит сейчас голова и часть шеи. Теперь мы делаем соединительный столбик в следующую петлю. Воздушная петля. Нить вытягиваем, обрезаем. Длину оставлять не нужно, потому что сейчас эта часть шеи будет вставляться в голову. Теперь что нам нужно сделать? Эту часть не наполняем. Внутри у нас также в середине нет наполнителя. Теперь смотрите, вот эту часть нужно вставить в голову. Для этого используем карандаш, ножницы, но только обязательно с тупым краем, не острые. Иначе можно проткнуть полотно и придется перевязывать заново. Все, я подцепляю краешек. И так легче все это сделать. Вот такая у нас с вами получилась деталь. Прикреплять мы будем тело к голове уже после того. Сейчас покажу вам принцип. Вот так это будет. Прикреплять уже будем после того, как оформим полностью голову. Сделаем прическу. У нас прическа такая, что на ней сверху есть шишечка, под которую можно спрятать все верхнее, если получится некрасиво крепление. Так что будем это делать уже после. Сейчас на этом все. В следующей части мы оформим личико, свяжем волосы и сделаем шишечку и цветочек. Всем спасибо.
за то, что провели это время вместе со мной. Увидимся в следующей части.